Марк считал себя частью этого побережья. Каждое утро, когда солнце едва касалось горизонта, окрашивая облака в нежно-персиковые и багряные тона, он уже был на воде. Для него серфинг не был спортом, это была медитация. В тот памятный вторник океан был пугающе спокойным. Вода превратилась в жидкое стекло, отражая небо настолько идеально, что порой Марку казалось, будто он парит в бесконечной синеве, лишенной земного притяжения. Он лежал на животе на своей доске, мерно загребая ладонями. Прохладная соленая вода омывала его пальцы, а в воздухе стоял густой аромат йода и прибрежных трав. Это был тот самый идеальный момент, ради которого люди бросают офисы и переезжают в хижины на берегу. Марк закрыл глаза на секунду, впитывая тепло первых лучей, которые начали припекать его плечи. Он не знал, что через мгновение его жизнь разделится на «до» и «после», а его представление о природе перевернется навсегда. Внезапно тишину нарушил резкий всплеск. Это не был всплеск мелкой рыбы или игры дельфина. Это был звук чего-то массивного, тяжелого, мощного. Марк мгновенно открыл глаза и сел на доску, балансируя в ожидании опасности. В 5 метрах от него из воды медленно, словно субмарина, поднялся огромный черный плавник. Первой реакцией был парализующий первобытный ужас. Марк видел касаток в документальных фильмах и пару раз издалека с катера, но оказаться с ними один на один в открытой воде на тонком куске пластика — это совсем другое. Касатки, или Ортинус орка, самые совершенные хищники планеты. У них нет врагов, они умны, расчетливы и невероятно сильны. В голове Марка пронеслись кадры, как эти животные охотятся на тюленей, буквально выбрасываясь на берег, или как они слаженно топят китов. Он замер, стараясь не делать резких движений. Сердце колотилось так сильно, что, казалось, касатка должна его услышать. Животное было огромным, около 6 метров в длину. Глянцевая черная спина блестела на солнце, а белое пятно над глазом казалось искусственно нарисованным. Касатка не уходила. Она начала кружить вокруг Марка, но в ее движениях не было агрессии. Она не пыталась поднырнуть под доску, не била хвостом. Она двигалась странно, рывками, периодически приподнимая голову над водой и издавая пронзительный, почти жалобный свист. Ее глаз, огромный и глубокий, был направлен прямо на Марка. В этом взгляде не было голода, в нем была какая-то пугающая, почти человеческая осознанность. Касатка приблизилась вплотную. Марк затаил дыхание, когда край его доски оказался в нескольких сантиметрах от мощного челюстного сустава хищника. И тут произошло то, что заставило Марка усомниться в реальности происходящего. Касатка мягко, почти нежно подтолкнула носом край серфборда. Она не перевернула его, а именно направила. Марк инстинктивно отпрянул, но животное повторило маневр. Касатка толкала его в сторону северной оконечности залива, к скалистым отмелям, которые серферы обычно обходили стороной из-за коварных течений и острых камней. «Что тебе нужно, приятель?» — прошептал Марк, едва узнавая собственный голос. Животное снова издало серию щелчков и свистов, после чего резко ушло под воду, оставив после себя лишь воронку. Через секунду оно снова появилось впереди, метров в 10, и замерло, выставив плавник, словно ожидая. Марк понял. Это не охота. Это зов. Касатка буквально просила его следовать за ней. Весь его опыт говорил, что нужно грести к главному пляжу, к людям. Но что-то внутри, какой-то неведомый ранее голос интуиции приказал ему довериться этому существу. Гребля была тяжелой. Марк чувствовал, как адреналин сменяется странным азартом. Он следовал за черным плавником, который методично разрезал воду впереди него.
Каждый раз, когда Марк замедлялся от усталости, касатка возвращалась и кружила рядом, словно подбадривая его. Они прошли около мили. Берег здесь становился диким. Высокие скалы, поросшие кустарником, и узкие полоски песка, которые почти полностью исчезали во время прилива. Касатка внезапно ускорилась и исчезла за выступом скалы. Марк налег на руки, огибая препятствие, и то, что он увидел, заставило его сердце сжаться от боли. В небольшой лагуне на самой границе уходящей воды лежала вторая касатка. Она была колоссальных размеров, гораздо больше той, что привела Марка. Это была самка, вероятно, мать того самого молодого самца, который теперь неистово метался вокруг нее на мелководье. Она лежала на боку, и ее дыхало периодически выпускало слабые облачка пара, а кожа, лишенная привычной влаги океана, начала тускнеть под безжалостными лучами утреннего солнца. Марк спрыгнул с доски. Глубина здесь была по колено. Он подошел к лежащему гиганту, ощущая невероятную мощь, исходящую от этого тела даже в его беспомощном состоянии. Вес этой самки мог составлять 5 или 6 тонн. Она была заложницей отлива. Видимо, преследуя косяк рыбы или дезориентированная после небольшого ночного землетрясения, о котором передавали в новостях, она заплыла слишком далеко на отмель и не заметила, как вода ушла. Молодой самец подплыл к Марку так близко, что тот мог коснуться его. Он терся боком о ноги человека, издавая звуки, которые невозможно было истолковать иначе, как плач. Это было невероятно. Высший хищник океана, осознав свое бессилие перед законами физики, привел представителя другого вида, надеясь на его разум. Марк понимал, времени почти нет. Солнце поднималось, и температура воздуха стремительно росла. Для касатки, чья кожа защищена толстым слоем жира для сохранения тепла в ледяной воде, перегрев на суше означал мучительную смерть от теплового удара и отказа органов под тяжестью собственного веса. Марк выхватил телефон из герметичного чехла. Руки дрожали. «Сара, поднимай всех!» — закричал он, когда жена ответила на звонок. «Срочно! Мне нужны все полотенца в доме, все простыни, ведра, шланги!» «И звони Тому, пусть берет своих парней и едет к северному выступу. У нас выбросилась касатка». Он не ждал ответа. Он знал, что в их небольшом городке такие новости распространяются со скоростью лесного пожара. Пока помощь была в пути, Марк начал действовать сам. Он снимал с себя гидрокостюм, разрывая его, чтобы использовать как тряпку. Он зачерпывал воду ладонями и поливал чувствительную кожу вокруг глаз и дыхала самки. Она смотрела на него. Ее огромный глаз слезился. Морские млекопитающие выделяют специальную смазку для защиты глаз, но на воздухе это выглядело как настоящие слезы. Она не пыталась ударить его хвостом, хотя один взмах мог бы переломить Марку позвоночник. Она словно понимала, этот маленький двуногий — ее последняя надежда. Через 20 минут на берег выскочил старый джип Тома, за ним машина Сары. 5 мужчин и 3 женщины выбежали на песок, нагруженные скарбом. Увидев касатку, они на мгновение замерли в благоговейном ужасе, но окрик Марка привел их в чувство. «Живее! Накрывайте ее мокрыми простынями! Не закрывайте дыхало!» — командовал он. Работа закипела. Они намочили тяжелые банные полотенца и простыни в ледяном океане и начали обкладывать ими спину и бока животного. Том, местный механик, притащил длинный садовый шланг и подключил его к цистерне на своем грузовике. Струя прохладной воды ударила по коже касатки, и присутствующим показалось, что она издала вздох облегчения. Но солнце было неумолимо. Градусник на приборной панели джипа показывал уже плюс 38 градусов Цельсия. Воздух дрожал от зноя. Люди менялись каждые 10 минут. Одни носили ведра с водой, чтобы поливать те части тела, куда не доставал шланг. Другие удерживали простыни, которые постоянно сдувало ветром. Шли часы. Спины людей обгорали. Мышцы ныли от постоянного ношения тяжелых ведер по вязкому песку. Но никто не уходил. За это время вокруг лагуны собралось еще несколько человек из города. Кто-то привез воду
и еду для спасателей, кто-то — дополнительные насосы. Молодой самец все это время был рядом, он не уплывал в океан. Он патрулировал границу мелководья, иногда подплывая к матери и касаясь ее мордой, словно проверяя, жива ли она. Эта связь между ними была настолько осязаемой, что даже самые суровые мужчины в команде Тома отворачивались, чтобы скрыть влагу в глазах. «Смотрите!» — вдруг крикнула Сара, указывая на горизонт. Линия прибоя, которая казалась бесконечно далекой, начала медленно, почти незаметно ползти к берегу. Прилив. Это был самый напряженный момент. Если касатка слишком долго пролежала на одном боку, ее плавники могли онеметь, а внутренние органы пострадать от сдавливания. Хватит ли ей сил, чтобы уйти, когда вода поднимется? Вода сначала коснулась хвоста. Затем она начала заполнять пространство под животом. Спасатели не прекращали поливать ее сверху, боясь, что резкая смена температуры при контакте с прибывающей водой может вызвать шок. Когда уровень воды достиг грудных плавников, самка сделала первую попытку пошевелиться. Это было тяжело. Она была похожа на огромный корабль, севший на мель. Она качнулась, подняв облако песка и ила. Люди отошли на безопасное расстояние, продолжая подбадривать ее криками и аплодисментами. «Давай, девочка, ты сможешь!» — кричал Марк, стоя по пояс в воде. С очередным мощным приливом вода полностью покрыла ее тело. Касатка издала невероятный звук, серию громких, торжествующих щелчков, которые отозвались вибрацией в груди каждого присутствующего. Она сделала мощный толчок хвостом, затем еще один. Ее движения поначалу были скованными, но с каждым метром глубины она обретала свою привычную грацию. То, что произошло дальше, навсегда вошло в историю этого городка. Выйдя на глубокую воду, самка не исчезла в пучине. К ней тут же присоединился ее сын. Они вдвоем начали описывать круги в лагуне, прямо перед людьми, стоящими на берегу. В какой-то момент самка полностью выпрыгнула из воды. Классический шпионский прыжок. Тонны воды обрушились обратно с грохотом пушечного выстрела. Затем она повернулась боком и начала бить грудным плавником по поверхности воды. Это не было случайным движением. Это был осознанный жест. Она смотрела прямо на Марка и его команду. «Она прощается», — тихо сказала Сара, обнимая мужа за плечи. Касатки еще несколько минут оставались в пределах видимости, периодически пуская фонтаны пара, а затем, синхронно нырнув, ушли в открытый океан, оставив после себя лишь расходящиеся круги на воде и группу людей, чьи души в этот день стали немного больше. Вечером того же дня Марк сидел на веранде своего дома, глядя на темнеющий океан. Его кожа горела от солнца, руки дрожали от усталости, но на сердце было странное умиротворение. Он вспоминал те моменты на воде, когда маленький самец подталкивал его доску. Ученые часто спорят о том, обладают ли животные сознанием, способны ли они на альтруизм или сложные эмоции. Но для Марка этого спора больше не существовало. Он видел разум в действии. Он видел любовь, которая заставила дикого хищника искать помощи у своего потенциального врага — человека. Касаток часто называют китами-убийцами. Это прозвище досталось им от моряков прошлого, которые видели в них лишь безжалостных охотников. Но сегодня Марк узнал их другую сторону. Они — хранители океана, существа с глубокими семейными узами и интеллектом, который, возможно, во многом превосходит наш собственный, просто он направлен на другие цели. История о спасении касатки облетела весь мир. В городок начали приезжать биологи и журналисты, но Марк неохотно давал интервью. Для него это было личное. Он часто возвращался в ту лагуну, садился на свою доску и просто ждал. Конечно, он больше никогда не встречал ту самую самку. Океан велик, и пути его обитателей неисповедимы. Но каждый раз, когда он видел вдалеке знакомый черный плавник, он поднимал руку в приветствии.
Он знал, что где-то там, в синей бездне, плавают два существа, которые знают, человек может быть не только разрушителем, но и спасителем. Эта история стала легендой, передаваемой из уст в уста. Она научила местных жителей по-другому смотреть на море. Они стали бережнее относиться к природе, ведь теперь каждый знал, за зеркальной гладью воды скрываются сердца, способные на великую благодарность. И если мы будем выбирать доброту, то мир, где человек и природа живут в гармонии, перестанет быть просто мечтой. Марк дожил до глубокой старости, но до последнего дня он выходил на воду. Его часто спрашивали, не боится ли он теперь касаток. Он всегда улыбался и отвечал: «Бояться нужно не тех, кто в воде, а тех, кто в нас самих. Океан — это зеркало. Что ты ему принесешь, страх или помощь, то он тебе и вернет». И где-то далеко в открытом море, среди ледяных течений и коралловых рифов, мощная самка касатки вела свою стаю, помня о теплых руках людей и о том дне, когда два разных мира на несколько часов стали одним целым.